Крушение пассажирского судна «Истланд». Корабль «Истланд» был пассажирским судном, базировавшимся в Чикаго и использовавшимся для экскурсий. Судно было заказано в 1902 году Мичиганской пароходной компанией и построено судостроительной компанией Дженкс в порту Гурон, Мичиган. Корабль был назван в мае 1903 года непосредственно перед его первым рейсом. 27 июля своего первого сезона 1903 года судно натолкнулось на стоявший на приколе буксир Джордж W. Гордона и затопило его в доке на озере Стрит-Бридж, Чикаго, Иллинойс, а судно «Истланд» получил лишь незначительные повреждения. В Хейвен в мае 1904 года корабль легко выиграл гонку у города Саут-Хейвен в Чикаго. Тем временем судно «Истланд» периодически испытывал проблемы с остойчивостью при погрузке и разгрузке грузов и пассажиров, и 17 июля 1904 года чуть не перевернулся после выхода из Саут-Хейвена с примерно 3000 пассажирами. Впоследствии его вместимость уменьшили до 2800 пассажиров. Убрали каюты, добавили спасательные шлюпки и отремонтировали корпус. Перед сезоном 1907 года судно было продано в компанию Lakeshore Navigation Company и переехал на озеро Эри. В 1909 году корабль был снова продан компании Eastland Navigation Company и продолжал курсировать между Кливлендом и Сидер-Пойнт. 1 июля 1912 года произошел еще один инцидент, когда у Истланда был серьезный крен примерно 25 градусов при погрузке пассажиров в Кливленде. В июне 1914 года Истланд был продан пароходной компании Сент-Джозеф Чикаго и вернулся на озеро Мичиган для обслуживания из Сент-Джозефа, штат Мичиган, в Чикаго, штат Иллинойс. 24 июля 1915 года судно «Истланд» и 4 других пассажирских парохода «Великие озера» Теодор Рузвельт, Петоски, Росин и Рочестер были наняты для перевозки сотрудников Western Electric Company Hawthorne Works в Сисоу, Иллинойс, на пикник в Мичиган-Сити, Индиана. Это было важным событием в жизни рабочих, многие из которых не могли взять отпуск. Многие из пассажиров Истланда были чешскими иммигрантами. Утром 24 июля пассажиры начали подниматься на борт Истланда на южном берегу реки Чикаго между Кларк и Лассалл-стрит около 6 часов 30 минут утра, а к 7 часам 10 минутам утра корабль достиг своей вместимости 2572 пассажира. Корабль был забит. Многие пассажиры стояли на открытых верхних палубах и начал слегка крениться в левый борт, в сторону от пристани. Экипаж попытался стабилизировать судно, напустив воду в его балластные цистерны, но безуспешно. Где-то в течение следующих 15 минут несколько пассажиров бросились к левому борту, и в 7 часов 28 минут утра Истланд резко накренился на левый борт, а затем полностью перевернулся на левый борт, остановившись на дне реки, что было только 20 футов ниже поверхности. Едва ли половина судна была затоплена. Многие другие пассажиры уже спустились под палубу этим относительно прохладным и влажным утром, чтобы согреться перед отплытием. В результате сотни людей оказались в ловушке из-за воды и внезапного опрокидывания. Некоторые были повреждены тяжелой мебелью, включая пианино, книжные шкафы и столы. Хотя судно находилось всего в 20 футах от пристани, и несмотря на быструю реакцию экипажа соседнего судна Киноуша, которое подошло к корпусу, чтобы позволить тем, кто застрял на опрокинутом судне, спрыгнуть в безопасное место. Всего в катастрофе погибли 844 пассажира и 4 члена экипажа. Тела погибших были доставлены в различные временные морги, созданные в этом районе, для опознания. К полудню оставшиеся неопознанные тела были собраны в оружейной палате 2-го полка, на месте, которое позже было преобразовано в Harpool Studios.
Одним из пассажиров, которые должны были быть на судне «Истленде», был 20-летний Джордж Халлас, игрок в американский футбол, который задержался к отплытию на причал и прибыл после того, как корабль перевернулся. Его имя было указано в списке умерших в газетах. Но когда братья из братства посетили его дом, чтобы выразить свои соболезнования, выяснилось, что он не пострадал. Халлас стал тренером и владельцем Чикаго Берс и одним из основателей Национальной футбольной лиги. Его друг и будущий руководитель Берс и его брат были на Истленде, когда он опрокинулся, хотя им удалось выбраться через иллюминаторы. Писатель Джек Вудфорд был свидетелем катастрофы и лично рассказал счет в чикагской газете Herald and Examiner. В своей автобиографии Вудфорд пишет: «И тут мое внимание привлекло движение. Я посмотрел через реку. Пока я в оцепенении наблюдал, как пароход, большой как океанский лайнер, медленно перевернулся на бок, как будто это был кит, собирающийся вздремнуть. Я не поверил, что огромный пароход сделал это на моих глазах, привязанный к причалу, в совершенно спокойной воде, в отличную погоду, без взрыва, без огня, ничего. Я думал, что сошел с ума». Газеты сыграли значительную роль не только в освещении катастрофы в Истленде, но и в создании общественной памяти о катастрофе. Цель газет, их аудитория, политические и деловые ассоциации побудили газеты публиковать статьи, в которых подчеркивалось, кто виноват и почему перевернулся Истленд. Следовательно, статьи повлияли на ход судебных дел и способствовали спору между Western Electric Company и некоторыми ее сотрудниками относительно того, как компания отреагировала на катастрофу. Карл Сэндберг, в то время более известный как журналист, чем поэт, написал гневный отчет, в котором обвинил регулирующие органы в игнорировании вопросов безопасности и заявил, что многие из рабочих были там по заказу компании для постановочного пикника. Сэндберг также написал стихотворение «Истленд», в котором катастрофа контрастирует с плохим обращением и плохим здоровьем низших классов того времени. Перечислив сначала быстрые, смертоносные ужасы катастрофы, а затем проанализировав медленные, кровавые ужасы крайней нищеты, Сэндберг заключает, сравнивая их: «Я вижу дюжину Истлендов каждое утро по дороге на работу, и еще дюжину идущих домой ночью». Стихотворение было слишком суровым для публикации, когда оно было написано, но в конечном итоге было выпущено как часть сборника стихов в 1993 году. Катастрофа судна «Истленд» была включена в серию 1999 года, премьера оригинального фильма Disney Channel серия «Так странно». В 2012 году чикагский Looking Glass Theatre выпустил оригинальный мюзикл о катастрофе под названием «Истленд» и New Musical, написанный Энди Уайтом и оцененный Беном Коллинс Сасман. Расследование и обвинительные заключения. Следственная комиссия предъявила президенту и 3 другим сотрудникам пароходства обвинения в непредумышленном убийстве, а также капитану и инженеру корабля за преступную халатность и установили, что катастрофа была вызвана условиями нестабильности, вызванными полной или частичной перегрузкой пассажиров, неправильным обращением с водяным балластом и строительства корабля. Федеральные слушания по экстрадиции должны были заставить 6 обвиняемых приехать из Мичигана в Иллинойс для судебного разбирательства. Во время слушаний главный свидетель Сидни Дженкс, президент судостроительной компании, построившей судно «Истленд», засвидетельствовал, что ее первые владельцы хотели быстроходное судно для перевозки фруктов, и он спроектировал судно, способное развивать скорость до 20 миль в час, 32 км в час, и перевозить 500 пассажиров. Защитник Кларенс Дерра спросил, беспокоился ли он когда-нибудь о переоборудовании корабля в пассажирский пароход вместимостью 2500 пассажиров или более пассажиров. Дженкс ответил: «У меня не было возможности узнать объем его бизнеса после того, как он покинул наши дворы. Нет, я не беспокоился об Истленде.
Дженкс показал, что настоящих испытаний на остойчивость корабля не проводилось, и заявил, что после наклона до 45 градусов при спуске на воду он выпрямился прямо, как церковь, удовлетворительно продемонстрировав свою устойчивость. Суд отказал в экстрадиции, так как доказательства были слишком слабыми, с едва ли не единственной мерой доказательств, чтобы установить вероятную причину признания 6 виновными. Суд пришел к выводу, что 4 офицеров роты на борту судна не было, и что каждое действие, предъявленное капитану и механику, было совершено в ходе обычной деятельности, более согласованной с невиновностью, чем с виновностью. Суд также рассудил, что судно «Истланд» эксплуатировался годами и безопасно перевозил тысячи, и что по этой причине никто не мог сказать, что обвиняемые стороны не имели оснований полагать, что корабль пригоден для плавания в море. Спустя год комиссия Конгресса предложила более строгие правила устойчивости судов, чтобы ни одно судно не повторило печальную судьбу парохода «Истланд». А спасательные жилеты до сих пор хранятся в Морском музее Чикаго, напоминая о том, что уроки, усвоенные почти 100 лет назад, по-прежнему важны сегодня.